Металлоискатель Quest Q20 – это младшая модель из линейки Quest Q. При необходимости можно быстро отрегулировать длину штанги под свой рост или сделать ее минимальной. Такой вариант подойдет для детей. Блок управления при необходимости с помощью крестовой отвертки также можно отрегулировать под длину своего предплечья. Таким образом, мы получаем легкий, компактный металлоискатель с хорошей глубиной обнаружения, который подойдет для взрослых и детей. Quest Q20 работает на частоте 13 кГц. Блок металлоискателя влагозащищенный, но погружать его под воду нельзя. Комплектуется катушкой Raptor 11 на 9 дюймов. Аккумулятор встроенный, находится в блоке управления, заряжается через USB. Время автономной работы до 20 часов. Разъем для подзарядки аккумулятора и подключения проводных наушников находится на тыльной стороне блока. Рассмотрим элементы управления и дисплей. Слева на блоке управления находятся клавиши регулировки громкости, справа кнопка включения подсветки дисплея. На лицевой панели находится кнопка выбора режима поиска и регулировки настроек, кнопка включения и меню настроек, кнопка Pinpoint, кнопка баланса грунта и дисплей. Вверху над дисплеем находится шкала идентификации целей. Это подсказка для вас. Она наглядно показывает, какие цели могут находиться в данных сегментах, какие они будут иметь значение VDI и звуковой отклик. Таким образом, мы понимаем, какая примерно цель находится у нас под катушкой. Металлоискатель Quest Q20 имеет 10 сегментов дискриминации. В первые 4 сегмента с VDI 0 до 40 попадают все цели из черных металлов, железные и озвучиваются низким тоном. В сегменты с VDI от 40 до 70 попадают цели из цветного металла с низкой и средней электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото, и озвучиваются средним тоном. В сегменты с VDI от 70 до 99 попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты, и озвучиваются высоким тоном. Помните, что точные позиции разрыва тона отличаются в зависимости от выбранного вами режима поиска. На дисплее слева мы видим установленный уровень чувствительности. Рядом индикатор глубины залегания цели. Каждое деление означает глубину 5 см. Если при обнаружении цели горит первый сегмент, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горит четвертый сегмент, цель на глубине 25 см. Данные показатели актуальны для небольших целей, например, для монет, а максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метров. Внизу уровень громкости и заряда батареи. Ниже на дисплее находятся режимы поиска. Quest Q20 имеет 3 режима поиска. Каждый из них имеет предустановленную маску дискриминации. Украшения используйте для замусоренных мест. Данный режим имеет самую высокую скорость восстановления, и вы легко сможете отличить цели цветного металла от металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает мелкие цели из черного металла, железные, и не озвучивает их. Все металлы в данном режиме маска дискриминации открыта полностью, изменить ее самостоятельно невозможно. Режим имеет озвучку pitch и подойдет для поиска всех целей из цветного и черного металла. Монеты – самый стабильный режим, а скорость восстановления имеет чуть ниже, чем режим украшения. Используйте в местах без большого скопления металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает от поиска все цели из черного металла и не озвучивает их. Настройки режимов. В режиме «Все металлы» вы можете настроить только чувствительность. В режимах украшения и монеты можно настроить необходимую вам маску дискриминации и работать исходя из своих задач. Покажем на примере режима украшения. Пока индикатор режима мигает, нажимаем на кнопку со стрелками и видим, как вверху появляются значения маски дискриминации. Если вам нужно открыть или закрыть маску на определенном значении, нажимайте на кнопку выбора режима. Таким образом, вы сможете сами открыть или закрыть маску дискриминации на нужных вам значениях. Контуры прямоугольников показывают, насколько у вас открыта маска дискриминации. После этого, когда индикатор режима перестанет мигать, вы можете настроить чувствительность. Для этого нажимайте на кнопку со стрелками. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Отстройка от электропомех. Если вы работаете под линией электропередач или рядом с другим прибором, могут возникнуть помехи. При возникновении подобной ситуации зажмите клавишу баланса грунта и клавишами регулировки громкости выберите один из 8 каналов, на котором металлоискатель будет работать максимально стабильно. Настройка на грунт. Ее необходимо выполнять каждый раз перед началом поиска для более эффективной и стабильной работы металлодетектора. Перед настройкой выберите чистое место в режиме «Все металлы», затем зажмите и удерживайте кнопку баланса грунта, двигайте катушку на расстоянии 2,5-15 см над землей. Во время настройки вы увидите цифры. Баланс грунта будет настроен, как только вы услышите звуковой сигнал, и
цифры перестанут меняться. Сброс параметров до заводских. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока прибор не перезагрузится. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Правила эффективного поиска. Очень рекомендуем по возможности вести поиск в режиме «Все металлы», то есть полностью открытой маской дискриминации. Так у вас меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушкой несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели – воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо удерживать клавишу Pinpoint и сделать несколько махов над целью. По приближению катушки к цели звук будет нарастать.